Глава 181. Одержимость небесным дьяволом. Теперь, когда вы убедились в подлинности моего жетона, я полагаю, пришло время рассказать мне, что именно нужно сделать для этой миссии, сказал Ханли прямым и откровенным тоном. Перед этим есть еще кое-что, что я должен проверить, прежде чем решу, поручать ли вам эту миссию, сказал полный управляющий. Что это? Спросил Ханли, слегка нахмурившись. Мне нужно проверить ваш уровень культивации, чтобы убедиться, что вы действительно обладаете способностью выполнить эту миссию, сказал полный управляющий. Услышав это, Ханли больше не подавлял свою ауру, полностью раскрыв свою ауру ранней стадии истинного бессмертного. Несмотря на то, что он выпустил лишь намек на свою ауру, полный управляющий все равно неустойчиво покачнулся, на его лице появился неестественный румянец, и, похоже, ему стало трудно дышать. Увидев это, Ханли поспешно убрал свою ауру, и в его глазах промелькнуло недоумение. Внешность полного управляющего явно тоже была маскировкой, созданной маской из гильдии странников, и она также скрывала его ауру, поэтому даже с огромным духовным чувством Ханли он не смог определить уровень культивации этого человека. Он выпустил лишь крошечный намек на свою ауру, поэтому был довольно озадачен сильной реакцией, проявленной полным управляющим. Цвет лица полного управляющего был все еще немного бледным, но после нескольких глубоких вдохов к его щекам вернулся некоторый румянец, и он спросил: «Если я не ошибаюсь, вы культиватор ранней стадии истинного бессмертного, верно, товарищ Даос?» Ханли лишь кивнул в ответ. На лице полного управляющего промелькнуло разочарование, и он вздохнул. «В таком случае я советую вам не браться за эту миссию». «Почему?» — спросил Ханли с недоумевающим выражением лица. В описании миссии говорилось, что любой культиватор истинного бессмертного может взяться за эту миссию. По правде говоря, миссия, которую я выпустил, потребует от вас убить кого-то. Насколько мне известно, этот человек также находится на стадии истинного бессмертного, но он обладает определенными силами, которые делают его гораздо более грозным, чем другие культиваторы того же уровня. «Я боюсь, что вы не сможете справиться с ним и в итоге потеряете здесь свою жизнь», объяснил полный управляющий, покачав головой. «Если это еще один культиватор ранней стадии истинного бессмертного, то я вполне уверен, что смогу с ним справиться. Даже если я не смогу победить его, я определенно смогу, по крайней мере, обеспечить свое выживание во время столкновения, так что будьте уверены и дайте мне отчет о миссии, товарищ Даос». «Я уже принял решение, и я не собираюсь отступать», настаивал Ханли с улыбкой. Полный управляющий видел, что Ханли настроен весьма решительно, поэтому он мог только подчиниться его просьбе. «Хорошо. Человек, которого я хочу убить, это мужчина по имени Бай Сунши, и в настоящее время он служит императорским наставником страны сотни благословений. Если вы сможете убить его, то получите обещанную награду». Ханли был довольно озадачен этой просьбой, и он спросил: «Вы хотите, чтобы я убил императорского наставника смертной страны? Разве культиваторам не запрещено вмешиваться в дела мира смертных, находясь на территории до Пылающего дракона? Кроме того, если этот человек действительно культиватор стадии истинного бессмертного, то как он оказался императорским наставником смертной нации? Вместо того, чтобы ответить на вопрос Ханли, полный управляющий задал свой собственный. «Полагаю, вы не с нашего континента Древнего Облака, верно, товарищ Даос?» «Верно», — прямо признался Ханли. Это объясняет все. Дело в том, что на континенте Древнего Облака триллионы смертных и, как следствие, миллионы смертных стран. Некоторые страны, такие как страна сотни благословений, на первый взгляд управляются смертной императорской семьей, но на самом деле ими управляют один или два клана культиваторов, находящиеся в тени. Именно они дергают за ниточки за кулисами, объяснил полный управляющий. На лице Ханли появилось задумчивое выражение, и он спросил: «Значит, вы хотите сказать, что клан, которому принадлежит Бай Сунши, является фактическим правителем страны сотни благословений, верно?» Эти кланы культиваторов также поддерживаются некоторыми могущественными сектами культиваторов, но из-за определенных негласных правил, если только нация не сталкивается с полным уничтожением, эти кланы культиваторов обычно не вмешиваются в дела нации. Следовательно, смертные, проживающие в этих странах, вообще не ощущают влияния этих кланов культиваторов, объяснил полный управляющий. В таком случае, если я убью Бай Сунши, разве я не стану врагом его клана и сект культиваторов, которые поддерживают его клан? На самом деле, разве это не сделает меня мишенью для Пылающего дракона? Спросил Ханли с недоумевающим выражением лица. В этом плане можете быть спокойны, товарищ Даос. Человек, которого я прошу вас убить, это не настоящий Бай Сунши, ответил полный управляющий, махнув рукой. Ханли с каждой секундой все больше недоумевал, и он уже собирался спросить, что все это значит, когда полный управляющий продолжил: «Тот, кого я хочу, чтобы вы убили, на самом деле внеземной небесный дьявол». Преодолевая свое испытание Вознесения, настоящий Бай Сунши был одержим этим небесным дьяволом.
чтобы не привлекать к себе внимания, небесный дьявол все это время подавлял свой уровень культивации до стадии Великого Вознесения, хотя его фактический уровень культивации, ранняя стадия истинного бессмертного, Хань Ли поднял бровь и вставил. Это имеет смысл, но у меня есть один вопрос. Если небесный дьявол действительно завладел телом Бай Сунши, то он наверняка действовал бы скрытно, чтобы избежать внимания. Так откуда вам столько известно обо всем этом, на лице полного управляющего появилось нерешительное выражение, и казалось, что он не знает, как ответить. То, что вы мне сейчас описали, действительно довольно озадачивает. Если вы не можете или не хотите объяснить мне ситуацию более подробно, то боюсь, что я не могу вам поверить, сказал Хань Ли. Услышав это, полный управляющий опустил голову и погрузился в глубокие раздумья. Хань Ли тоже замолчал и терпеливо ждал ответа. После долгого молчания полный управляющий медленно поднял голову, и в его глазах было решительное выражение, указывающее на то, что он только что принял важное решение. Он поднял руки и положил их на щеки, а затем сделал легкое движение вверх, и во вспышке ряби лазурного света была снята лазурная маска кролика, усеянная духовными узорами. Как только маска была снята, лазурный свет охватил все тело полного управляющего, и он начал быстро уменьшаться, в то время как его талия также быстро сжималась. Вскоре полный управляющий полностью исчез, а вместо него появилась молодая женщина, которой, казалось, было около 17 лет. У женщины были миндалевидные глаза и тонкие губы, а также тонкие брови и изящный нос. На ее щеках все еще оставался детский жирок, и она была одета в облегающее платье с розовым цветком лотоса, что придавало ей великолепный и свежий вид. Однако между ее бровями была небольшая морщинка, вызывающая у смотрящего чувство сострадания. Выражение лица Хань Ли осталось неизменным, но он наконец понял, почему женщина так бурно отреагировала на выброс его ауры ранее. Как оказалось, она была всего лишь культиватором стадии божественной трансформации, и, обнаружив это, Хань Ли не мог не задаться вопросом, как кто-то с таким низким уровнем культивации умудрился попасть в гильдию странников. Однако, присмотревшись внимательнее, он заметил, что в этой женщине, похоже, есть что-то необычное, но он не мог точно определить, что именно в ней отличается. Я уверена, что вы знаете, что членам гильдии странников запрещено спрашивать об истинной личности других членов, так что то, что я раскрываю вам свою истинную внешность, должно быть достаточным проявлением моей искренности, верно, товарищ Даос? Спросила молодая женщина, и ее голос был очень приятен на слух. Несмотря на то, что перед ней стоял истинный бессмертный, чей уровень культивации намного превосходил ее собственный, она оставалась довольно спокойной и собранной. Хань Ли остался равнодушен к этому жесту и сказал: «Пожалуйста, ответьте на мой предыдущий вопрос». Молодая женщина сделала глубокий вдох, а затем сказала: «По правде говоря, меня зовут Бай Суюань, и я внучка Бай Сунши». В то время, благодаря ее описанию событий, которые произошли в то время, Хань Ли смог получить общее представление о хронологии событий. Как оказалось, родители Бай Суюань, к несчастью, погибли во время прогулки, когда она была еще совсем маленькой. Благодаря ее уму и исключительным способностям к культивации Бай Сунши очень любил Бай Суюань и всегда держал ее рядом с собой, постоянно осыпая ее любовью. Во время испытания вознесения Бай Сунши он был одержим внеземным небесным дьяволом, но никто не смог этого подтвердить. Она была первой, кто это заметил, но никто в ее клане не поверил ей, когда она рассказала им об этом, даже ее собственный дедушка. Вначале небесный дьявол был довольно сдержан и не переступал черту. Однако, как только он полностью слился с воспоминаниями Бай Сунши, он постепенно начал контролировать весь клан Бай, а затем обратил свой взор на императорский двор страны Сотни Благословений, стремясь захватить больше власти, используя свой статус императорского наставника. После этого в стране Сотни Благословений начали часто происходить странные события, когда целые города или поселки людей исчезали за одну ночь. Как сила культиваторов, управляющая страной Сотни Благословений, клан Бай, естественно, посылал людей для расследования этих странных происшествий, но все безрезультатно. В конце концов, поведение небесного дьявола становилось все более и более дерзким, и некоторые члены моего клана наконец поняли, что что-то не так, поэтому они начали расследовать это дело, но все они были устранены небесным дьяволом, прежде чем смогли раскрыть правду. Мои способности к культивации привлекли внимание небесного дьявола, и он хотел превратить меня в котел для культивации, поэтому он заточил меня в запретной зоне нашего клана, а мой дедушка был убит небесным дьяволом, когда спасал меня. Голос Бай Суюань прервался, и в ее глазах промелькнула боль и горе. «Мои соболезнования, товарищ Даос Бай», — утешил Хань Ли. Бай Суюань еще немного помолчала, а затем продолжила. «После того, как мой дедушка спас меня, он доверил мне эту маску и жетон нашего предка, которые передавались из поколения в поколение в нашем клане. Он сказал мне взять этот жетон в Даа Пылающего Дракона и совершенствоваться там, пока я не обрету силу, чтобы отомстить за наш клан, но я всего лишь на стадии божественной трансформации, кто знает, сколько времени пройдет, прежде чем я смогу противостоять этому небесному дьяволу. Так вот почему вы выпустили эту миссию в гильдии странников, чтобы найти кого-нибудь. Кто поможет вам убить его?» — спросил Хань Ли. Хань Ли мог понять,
почему Бай Суюань была так подавлена. Для культиватора стадии божественной трансформации даже стадия пространственного закаливания казалась бы невероятно далекой, не говоря уже о стадии истинного бессмертного. Тяжело продвигаясь по пути культивации, Хань Ли знал, насколько трудным и опасным может быть этот процесс. К этому моменту Бай Суюань уже пришла в себя и ответила: «Верно. Я случайно узнала о существовании гильдии странников благодаря этой маске и решила выпустить эту миссию. Небесный дьявол постоянно разыскивал меня с тех пор, как я сбежала, и только благодаря этой маске мне все это время удавалось избежать плена. Если я не найду кого-нибудь, кто убьет этого небесного дьявола, то боюсь, что мне не удастся скрываться от него так долго». Глава 182. Поклонение небесам. Ясно. Ваше объяснение имеет смысл, но как получилось, что вы смогли вступить в гильдию странников с вашим уровнем культивации? Кроме того, вы упомянули, что эта маска и жетон передавались из поколения в поколение в вашем клане, верно? Эта маска изначально принадлежала предку нашего клана Бай, тому самому, который когда-то служил старейшиной внутренней секты до Пылающего дракона. Он также был причиной того, что наш клан Бай смог стать бессмертным кланом, контролирующим страну сотни благословений из тени. Что касается жетона, то он тоже принадлежал ему, пояснила Бай Суюань. В таком случае, почему вы не отправились в Дао Пылающего дракона, чтобы найти этого своего предка и попросить его помочь вам убить небесного дьявола? Спросил Хань Ли, подняв бровь. По словам моего дедушки, наш предок внезапно исчез без следа несколько тысяч лет назад. Несколько старейшин нашего клана на стадии интеграции тела были посланы на его поиски, но все они тоже исчезли. В результате наш клан Бай постепенно пришел в упадок, и именно из-за этого мой прадедушка преждевременно попытался совершить прорыв на стадию истинного бессмертного, что в конечном итоге привело к тому, что он был одержим этим небесным дьяволом, вздохнула Бай Суюань. Хань Ли немного подумал над историей Бай Суюань, а затем сказал: «На данный момент нет ничего, что могло бы подтвердить ваши слова. Я должен сам увидеть Бай Сунши, чтобы убедиться, действительно ли он одержим небесным дьяволом, прежде чем решу, хочу ли я выполнять эту миссию». В данный момент он все еще не до конца доверял Бай Суюань. В его глазах то, что такой культиватор поздней стадии божественной трансформации, как она, смогла все эти годы скрываться от истинного бессмертного, было явным признаком того, что в ней есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд, поэтому он, естественно, немного опасался ее. Бай Суюань на мгновение заколебалась, а затем сказала: «Полагаю, это разумно. Десятилетняя церемония небесного поклонения страны сотни благословений состоится в начале следующего месяца. Император и все его чиновники будут присутствовать на ней, и они вместе отправятся на гору Великого Вознесения для проведения церемонии. Бай Сунши, естественно, тоже будет среди них, и это будет лучшая возможность для удара, так как гора Великого Вознесения находится далеко от всех городов смертных». Хань Ли кивнул в ответ, выражая свое молчаливое одобрение этого плана. Глаза Бай Суюань тут же загорелись, увидев это, и она сказала: «Кстати, я все еще не знаю вашего имени, товарищ Даос. Меня зовут Ли Фэюй. Горный хребет Великого Вознесения, расположенный в восточной части страны сотни благословений, всегда славился своей красотой и величием, а гора Великого Вознесения в этом горном хребте была самой высокой горой во всей стране. Она всегда была известна как Восточная Божественная гора, и она занимала чрезвычайно высокое положение в сердцах всех жителей страны. Говорили, что с этой самой горы когда-то вознесся истинный бессмертный. Ученые и поэты страны сотни благословений также всегда гордились тем, что поднимались на гору Великого Вознесения и посвящали стихи и оды величественной горе. Даже по сей день гора все еще была исписана стихами, выгравированными на скалах, что ежегодно привлекало множество туристов, чтобы увидеть эти стихи своими глазами. Однако, начиная с прошлого месяца, вся гора Великого Вознесения была окружена большим количеством солдат в доспехах, которые полностью перекрыли к ней доступ всем, независимо от того, были ли это простые люди или знать. Никто в стране сотни благословений не возражал против этого, так как все знали, что церемония небесного поклонения вот-вот начнется. Несмотря на то, что гора была оцеплена, в дни, предшествовавшие церемонии, у подножия горы собралось бесчисленное множество людей из близлежащих уездов. В день официальной церемонии, еще до рассвета, официальная дорога, ведущая к горе Великого Вознесения, уже была заполнена людьми, желающими увидеть императора лично. Как только наступил назначенный час, кареты императора и чиновников выехали из императорского дворца, направляясь к горе Великого Вознесения в сопровождении императорской гвардии. На вершине горы Великого Вознесения находился большой круглый алтарь, на котором стояли стол и курильница. Земля была устлана дамасским красным ковром, а вокруг алтаря собралось множество чиновников в церемониальных одеждах, ожидавших со сложенными перед собой руками и благоговейным выражением лиц. Среди них был обычный на вид чиновник средних лет, чьи глаза постоянно бегали вокруг, осматривая окрестности.
Этот человек был никто иной, как Хань Ли, которому удалось проникнуть в ряды чиновников, в то время как Бай Суюань скрывалась за пределами алтаря. После некоторого наблюдения Хань Ли обнаружил, что помимо десятка или около того культиваторов зарождающейся души и основания фонда среди патрулирующих солдат, присутствующих на вершине горы, высокопоставленный чиновник Министерства обрядов, стоящий рядом с ним, также был культиватором стадии божественной трансформации. Хань Ли знал, что эти люди, скорее всего, были тайно внедрены в императорский двор кланом Бай. После нескольких часов ожидания карета императора наконец прибыла на вершину горы Великого Вознесения, за ней последовала процессия других карет. Императору, похоже, было всего около 20 лет, и евнух помог ему спуститься с кареты. Однако вместо того, чтобы сразу же направиться к алтарю, он остановился рядом со своей каретой, по-видимому, чего-то ожидая. Спустя мгновение кареты позади него также одна за другой прибыли на вершину горы, и дверь кареты, следовавшей сразу за императорской, распахнулась. Внутри находился седовласый пожилой человек в фиолетовой мантии, который протянул руку, прежде чем с помощью пары слуг неуверенно вышел из кареты. Мужчина выглядел чрезвычайно старым. У него были мутные глаза, а лицо было в морщинах. На лбу развивались несколько седых прядей волос, а тело было сильно сгорблено. Казалось, что даже легкий ветерок может сбить его с ног. На лице императора появилась слабая улыбка, когда он медленно подошел к пожилому человеку, а затем проводил его к алтарю, за которым быстро последовали все остальные чиновники. Стоя среди толпы, Хань Ли бросил взгляд на пожилого человека, и одного этого взгляда было достаточно, чтобы понять, что этот человек — императорский наставник Бай Сунши. Бай Сунши притворялся хрупким стариком, и у него очень хорошо получалось скрывать свою ауру, но он, естественно, не смог обмануть духовное чувство Хань Ли, и на первый взгляд он действительно не казался культиватором стадии Великого Вознесения. Помимо того, что он намеренно подавлял свою ауру и уровень культивации, Хань Ли не нашел в нем ничего примечательного. Император и Бай Сунши медленно поднимались по лестнице к алтарю, в то время как остальные чиновники остановились у подножия алтаря. Проходя мимо Хань Ли и других чиновников, Бай Сунши слегка запнулся и краем глаза бросил, казалось бы, случайный взгляд в определенном направлении за пределами алтаря. В его мутных глазах промелькнул слабый блеск, но он тут же исчез, и он продолжил свой путь к центру алтаря, как будто ничего не произошло. Церемония началась под пристальным наблюдением высокопоставленного чиновника из Министерства обрядов, в то время как Хань Ли молча размышлял, как поступить. Именно в этот момент в его голове внезапно раздался голос Бай Суюань, и она звучала немного взволнованно. «Товарищ Даосли, почему вы все еще ничего не сделали?» «Я уверена, что небесный дьявол уже обнаружил меня к этому моменту». «Неужели вас обманул облик этого небесного дьявола?» Хань Ли опустил голову, чтобы посмотреть на свою собственную тень, а затем спросил внутренне: «Товарищ Даос Могуан, не могли бы вы взглянуть на этого человека для меня?» Спустя мгновение в его голове раздался голос Могуана. Он неплохо замаскировался, но, насколько я могу судить, он действительно внеземной небесный дьявол. Услышав это, на лице Хань Ли появилась слабая улыбка. К этому моменту император уже вознес 3 обычные палочки благовоний к алтарю и вернулся к своей карете. Тем временем Бай Сунши, как глава всех чиновников императорского двора, был обязан произнести речь небесного поклонения от имени императора. Его голос был хриплым и напряженным, и он действительно звучал как старик, которому трудно говорить. Именно в этот момент Хань Ли внезапно шагнул вперед и вышел из толпы. Чиновники Министерства обрядов вокруг него были ошеломлены этим дерзким жестом и поспешно закричали, чтобы остановить его, но прежде чем они успели что-либо сделать, он уже исчез. В следующее мгновение он появился в центре алтаря и взмахом рукава выпустил порыв сильного лазурного ветра, подхватившего всех чиновников, включая императора, прежде чем унести их к подножию горы. Культиваторы, скрывавшиеся среди смертных, изо всех сил пытались вырваться из порыва лазурного ветра, но они были совершенно бессильны сделать это и могли только беспомощно смотреть, как их уносят вниз. Бай Сунши прекратил пение и повернулся лицом к Хань Ли. «Так это ты тот, кого эта девчонка наняла, чтобы убить меня?» В то же время его мутные глаза мгновенно стали невероятно ясными, а сгорбленная спина выпрямилась. Он пригладил пряди волос, свисавшие на лбу, и вся его старческая слабость исчезла в одно мгновение, сменившись мощной и властной аурой. Хань Ли ничего не ответил, на его лице появилась холодная улыбка, и он бросился вперед, нанеся удар прямо в голову Бай Сунши. Веки Бай Сунши слегка дрогнули, когда он почувствовал внушительную ауру, исходящую из тела Хань Ли, и он тут же отступил на несколько сотен метров. В результате кулак Хань Ли не попал в цель и вместо этого ударил по алтарю. Раздался оглушительный грохот, и весь алтарь был разрушен, превратившись в груду щебня и пыли. Вокруг Хань Ли один за другим появилось около десятка полос света, в каждой из которых находился культиватор, который свирепо смотрел на него. Пожилой человек в лазурной мантии ткнул пальцем в сторону Хань Ли и закричал: «Как ты смеешь нападать на нашего патриарха, наглая тварь!» После этого первого удара Хань Ли больше не нападал. Вместо этого он просто наблюдал за Бай Сунши издалека, игнорируя всех вокруг.
Культиваторы, окружившие его, были все из клана Бай, и даже самый сильный из них был всего лишь на поздней стадии божественной трансформации, поэтому он, естественно, не собирался нападать на них. Именно в этот момент стройная фигура вылетела издалека, прежде чем спуститься на разрушенный алтарь, и это оказалось никто иная, как Бай Суюань. «Стойте!» Это старший ли культиватор, которого я умоляла прийти и уничтожить этого небесного дьявола. «Не дайте себя одурачить этому дьявольскому существу!» Закричала Бай Суюань иступленным голосом. Пожилой человек в лазурной мантии пришел в ярость и бросился прямо к Бай Суюань. «Молчи, мерзкая девка! Мало того, что ты убила своего дедушку, так теперь еще и клевещешь на главу нашего клана. Ты единственное дьявольское отродье здесь». Хань Ли краем глаза видел, что происходит, но не обратил на это внимания, направляясь к Бай Сунше. Глава 183. Сражение с дьяволом. При виде приближающегося Хань Ли в глазах Бай Сунши появилось холодное выражение, и он взмахнул рукавами в воздухе, выпустив пару гигантских огненных колес, окутанных пятицветным светом и горящих пятицветным духовным пламенем. Это была пара духовных сокровищ довольно высокого уровня, но Хань Ли остался совершенно невозмутим и холодно усмехнулся. «Даже сейчас ты все еще не желаешь раскрыть свою истинную форму?» Бай Сунши ничего не ответил, а лишь взмахнул рукавами в сторону Хань Ли, напевая заклинание. Раздался звук завывающего ветра, когда пара пятицветных огненных колес быстро увеличилась, раздувшись до размеров в несколько сотен метров в мгновение ика, прежде чем устремиться прямо к Хань Ли. Раздался визг, заставляющий вздрагивать, когда пара огненных колес прорыла чрезвычайно глубокие траншеи на поверхности горной вершины. В обеих траншеях горело пятицветное пламя, проплавляя твердую породу. Окружающие культиваторы клана Бай знали, что они слишком слабы, чтобы участвовать в битве между Хань Ли и Бай Сунши, поэтому все они по приказу пожилого человека в лазурной мантии повернулись, чтобы атаковать Бай Суюань. Бай Суюань явно не собиралась отвечать огнем на огонь, и она сразу же вызвала 2 или 3 защитных сокровища, создав вокруг себя большое огненное облако, чтобы отразить атаки окружающих культиваторов клана Бай. Несмотря на то, что она была значительно моложе всех культиваторов клана Бай вокруг нее, она обладала выдающимися способностями к культивации, и ее поздняя стадия божественной трансформации означала, что она могла прекрасно противостоять им, несмотря на то, что ее численно превосходили. Хань Ли не собирался уклоняться от пары приближающихся огненных колес. Вместо этого он сделал шаг вперед, и на обеих его руках появились золотые чешуйки, когда он одновременно протянул вперед обе руки. Пара массивных золотых рук появилась из воздуха, а затем проникла прямо в пятицветное пламя, прежде чем крепко схватить колеса внутри. Огненные колеса мгновенно замерли на месте, как будто врезались в непреодолимую преграду. Зрачки Бай Сунши слегка сузились, увидев это, и он начал громко читать заклинание, делая быструю серию печати руками. Пламя вокруг огненного колеса мгновенно начало гореть с еще большей силой, а сами колеса начали вращаться с большей скоростью, отбрасывая пламя вокруг себя во всех направлениях. Хань Ли слегка нахмурился, почувствовав возросшую мощность пары огненных колес, и издал оглушительный рев, а затем резко подбросил обе руки в воздух. Оба гигантских огненных колеса были невольно подброшены в небо, и в следующее мгновение Хань Ли бросился вперед, оказавшись перед Бай Сунши во вспышке света. Череда тресков и щелчков раздалась из одной его руки, которая также резко увеличилась в размерах, когда он нанес удар кулаком прямо в голову Бай Сунши. Однако Бай Сунши был уже готов к такой атаке, и он выбросил вперед обе руки, выставив круглый щит с выгравированной на его поверхности головой зверя. Раздался оглушительный удар, когда кулак Хань Ли соприкоснулся со щитом, и последний мгновенно значительно прогнулся, в то время как Бай Сунши отлетел назад от мощи удара Хань Ли. Прежде чем он успел прийти в себя, Хань Ли снова появился перед ним и нанес еще один сокрушительный удар. Бай Сунши ничего не оставалось, как снова поднять уже сильно поврежденный щит, чтобы защититься, и раздался оглушительный грохот, когда щит разлетелся на куски перед лицом атаки Хань Ли. Даже пробив щит, кулак Хань Ли все еще нес огромный импульс, продолжая лететь по воздуху, прежде чем ударить Бай Сунши прямо в грудь. Раздался глухой удар, и хотя звук был не очень громким, он вызвал дрожь по всей горной вершине. Грудь Бай Сунши мгновенно прогнулась от удара, но он внезапно поднял голову к небу, прежде чем открыть рот и выпустить поток плотной, черной дьявольской ци, которая поднялась в небо, как столб черного дыма. Столб дьявольской ци быстро заполнил все небо над горой Великого Вознесения, и в мгновение ика вся окружающая область в радиусе нескольких сотен километров погрузилась в непроглядную тьму. Что за черт? Все стойте! Суюань, неужели ты все это время говорила правду? Все культиваторы клана Бай, которые атаковали Бай Суюань, тут же прекратили свои действия и с недоверчивыми выражениями лиц посмотрели в небо. Больше не поддерживаемое небесным дьяволом, безжизненное тело Бай Сунши падало с воздуха. Бай Суюань тоже посмотрела в небо, когда огненное облако вокруг нее исчезло, и в ее глазах появился намек на ожесточенную обиду.
Если вы не хотите умереть, то возьмите тех смертных у подножия горы и немедленно покиньте это место», — холодным голосом приказал Хань Ли. Услышав это, все тут же пришли в себя и поспешно подобрали останки Бай Сунши, прежде чем спуститься с горы. Пожилой человек в лазурной мантии повернулся к Бай Суюань со сложным выражением лица и, немного поколебавшись, сказал: «Прости, что сомневался в тебе, Суюань. Пойдем с нами, здесь небезопасно». Бай Суюань даже не взглянула на пожилого человека, а лишь процедила сквозь зубы: «Нет, я должна увидеть, как этот небесный дьявол умрет своими глазами». Пожилой человек в лазурной мантии открыл рот, чтобы что-то сказать, но в итоге лишь издал вздох отчаяния, прежде чем спуститься с горы. К этому моменту дьявольское облако в небе уже стало чрезвычайно плотным и превратилось в гигантское человеческое лицо. «Я сдеру с тебя кожу и сотру твои кости в порошок за то, что ты заставил меня покинуть мое человеческое тело». С небес раздался холодный голос, и как только голос стих, человеческое лицо в небе тут же открыло рот, чтобы выпустить огромное море дьявольского пламени, которое яростно устремилось к Хань Ли. К этому моменту Хань Ли уже вызвал черную саблю, которую он забрал у Фан Паня, и взмахом запястья выпустил массивную проекцию сабли шириной более 30 метров, направив ее на надвигающееся море дьявольского пламени. Море черного пламени мгновенно расступилось перед грозной проекцией сабли, создав прямой проход посередине шириной 300 метров. Хань Ли пролетел прямо через это отверстие, непрерывно взмахивая саблей в воздухе, создавая огромное море черных проекций сабель, которые устремились к массивной морде наверху. Перед лицом проекции сабель огромное дьявольское облако наверху было разрезано на куски, непрерывно бурля. Гигантская морда в небе продолжала извергать дьявольское пламя в Хань Ли, но пламя с легкостью сдерживалось проекциями сабель Хань Ли. Именно в этот момент дьявольское облако внезапно начало сжиматься, сокращаясь с нескольких сотен километров до всего лишь десятков километров, образуя массивную дьявольскую морду с парой черных рогов на голове. Дьявольская морда открыла рот, и внутри нее появился огромный черный вихрь, выпустивший поток огромной силы всасывания, которая в мгновение ока втянула Хань Ли внутрь. Сразу же после этого дьявольская морда закрыла рот, чтобы проглотить Хань Ли. Сердце Бай Суюань слегка упало, увидев это, и она перевернула руку, чтобы достать золотой шар, который спрятала в рукаве. Золотой шар был усеян рунами, и на его поверхности сверкали дуги золотой молнии. Это был шар божественной молнии, изгоняющий дьяволов, которая не имела себе равных по эффективности против внеземных небесных дьяволов. Спустя долгое время дьявольская морда осталась совершенно неизменной, и в глазах Бай Суюань появился намек на решимость, когда она приготовилась взлететь сама и атаковать небесного дьявола в последнем акте неповиновения. Именно в этот момент из уголков губ дьявольской морды внезапно появились вспышки серебряного света, и сразу же после этого раздался оглушительный раскат грома, когда гигантская дьявольская морда взорвалась посреди извержения серебряной молнии. Затем птица молнии с серебряной молнией по всему телу вылетела на открытое пространство, прежде чем вернуться в человеческую форму Хань Ли. После того, как дьявольская морда взорвалась, рассеянное дьявольское облако снова сошлось, образовав чернильно-черного пожилого человека, который устремился прямо к Бай Суюань. Пожилой человек был идентичен Бай Сунши по внешности, за исключением того, что все его тело было абсолютно черного цвета. В глазах Хань Ли промелькнул холодный взгляд, когда он взмахнул своей черной саблей вниз, и черная проекция сабли с невероятной скоростью пронеслась по воздуху, ударив чернильно-черного пожилого человека и разрубив его тело пополам прямо перед тем, как он смог добраться до Бай Суюань. Раздался оглушительный треск, когда черная проекция сабли продолжила свой путь даже после того, как прошла сквозь тело чернильно-черного пожилого человека, врезавшись прямо в саму гору Великого Вознесения. Вся гора содрогнулась от сильной дрожи, и бесчисленные камни покатились вниз с горы, в то время как стаи птиц в тревоге и панике улетели прочь. Только спустя долгое время дрожь утихла, и после того, как пыль осела, Бай Суюань с изумлением обнаружила, что перед ней образовалась огромная расщелина. Вся гора Великого Вознесения была разрублена пополам. Хань Ли не знал, что этот случайный взмах его сабли сотрет название горы Великого Вознесения с карты страны сотни благословений. С этого дня гора Великого Вознесения стала известна как Гора Половинок, и это новое название сопровождалось легендой, описывающей подвиги бессмертного, убивающего дьявола. Конечно, все это не имело никакого значения для Хань Ли. Тело небесного дьявола также было разрублено на две части, причем каждая половина находилась по одну сторону расщелины. Хань Ли спустился с неба и с холодным взглядом подошел к чернильно-черному пожилому человеку. Он поднял руку и уже собирался нанести смертельный удар, когда в его голове внезапно раздался голос: «Подождите секунду, товарищ Даос Хань». В глазах чернильно-черного пожилого человека появилось жалостливое выражение, и он умолял: «Пожалуйста, не убивайте меня, товарищ Даос. Я готов подписать с вами контракт небесного дьявола и поклясться в вечном служении вам». Хань Ли ничего не ответил на это, но на его лице появилось своеобразное выражение. Бай Суюань была в ужасе от того, что Хань Ли может принять это предложение, и она поспешно подошла к нему, чтобы отговорить его от того, чтобы поддаться искушению. Именно в этот момент тень Хань Ли резко удлинилась, и из нее появилась чернильно-черная фигура.
Это был никто иной, как Мо Гуан, и именно он только что окликнул Ханли, призывая его не наносить смертельный удар сразу. Глава 184. Просьба. Как только Мо Гуан появился, он посмотрел вниз на чернильно-черного пожилого человека на земле и презрительно фыркнул бесстрастным голосом. «Как ты смеешь думать, что такой низкоуровневый мусор, как ты, достоин подписать с ним контракт небесного дьявола?» Чернильно-черный старик был в ужасе при виде Мо Гуана, и черный свет вспыхнул на его теле, когда он попытался сбежать, распавшись на облако дьявольской ци. Однако Мо Гуан не собирался допустить этого, и он мгновенно протянул руку вперед. Из его ладони вырвался черный свет, образовав большую черную сеть, которая опустилась на старика, окутав облако дьявольской ци, в которое тот превратился, прежде чем быстро сжаться. Нет, из облака дьявольской ци раздался мучительный вой, и оно на мгновение искривилось и деформировалось, прежде чем снова принять форму тела старика внутри сети. Сразу же после этого Мо Гуан прочел заклинание на незнакомом языке, и в его глазах вспыхнул черный свет, после чего он открыл рот, прежде чем резко вдохнуть, и старик снова превратился в облако дьявольской ци, которое вместе с черной сетью втекло в рот Мо Гуана. Другая половина тела небесного дьявола на другой стороне расщелины тоже не была пощажена, и ее также поглотил Мо Гуан в виде потока тумана, после чего на землю упал браслет для хранения, который он нес. Тем временем Хань Ли уже собрал пару духовных сокровищ огненного колеса, прежде чем вернуться на свое прежнее место. Тело Мо Гуана на мгновение расплылось, прежде чем он снова вошел в тень Ханли, и в то же время его голос раздался в голове Ханли. «Пожалуйста, проверьте для меня содержимое сокровищницы для хранения этого человека, товарищ Даос Хань. Как небесный дьявол, я уверен, что у него должна быть хорошая коллекция камней дьявольских деяний. Если я смогу заполучить эти камни, я смогу немного восстановиться». После поглощения другого небесного дьявола голос Мо Гуана стал немного более выразительным и не был таким жестким и деревянным, как раньше. Услышав это, Хань Ли взмахнул рукавом в сторону земли, и черный браслет для хранения поднялся в воздух. Именно в этот момент мимо промелькнула белая тень, и черный браслет внезапно исчез. Хань Ли слегка нахмурился, увидев это. Белая тень остановилась неподалеку, и это оказалась Бай Суюань, которая крепко сжимала черный браслет в обеих руках. «Благодарю вас за то, что убили этого дьявола для меня, старший Ли, но этот браслет принадлежит нашему клану Бай. Как высокопоставленный бессмертный, вы наверняка не найдете ничего достаточно ценного в собственности нашего клана Бай, чтобы привлечь ваше внимание», — сказала Бай Суюань. После смерти небесного дьявола ее выражение лица значительно смягчилось, и она явно испытала огромное облегчение. Более того, она не проявляла никакого страха при виде Мо Гуана. Хань Ли слегка запнулся, услышав это, а затем сказал: «Пожалуйста, не поймите меня неправильно, товарищ Даос Бай. У меня нет никакого намерения забирать что-либо, что по праву принадлежит вашему клану Бай. Однако у этого внеземного небесного дьявола, скорее всего, была коллекция камней дьявольских деяний, и эти камни очень важны для меня. Пожалуйста, проверьте, есть ли такие камни в браслете для хранения, и если есть, я готов купить их у вас за камни духа». Бай Суюань кивнула в ответ, и на ее лице появилась улыбка, а затем она направила свое духовное чувство в черный браслет. Спустя мгновение она перевернула руку, чтобы достать черный камень, вокруг которого велись пучки черного тумана и который излучал своеобразную ауру. «Это то, что вы ищете», — Хань Ли посоветовался с Мо Гуаном через их духовную связь и, убедившись, что это действительно камень дьявольских деяний, ответил: «Верно». «Сколько таких камней там?» «Я возьму их все». «Подождите, я сейчас посчитаю». «В браслете 20 таких камней», — ответила Бай Суюань. «Я могу предложить вам 20 первоклассных духовных камней за эти камни дьявольских деяний. Что вы думаете?» — спросил Хань Ли, перевернув руку, чтобы достать 20 первоклассных духовных камней. К его удивлению, Бай Суюань тут же покачала головой и отказалась от его предложения. «Цена слишком низкая для вас?» — спросил Хань Ли, подняв бровь. Бай Суюань снова покачала головой и ответила: «Дело не в этом. Я знаю, что такой истинный бессмертный, как вы, не станет опускаться до того, чтобы пытаться обмануть кого-то вроде меня. В нашей стране сотни благословений один первоклассный духовный камень стоит не менее 100 высококачественных духовных камней, и даже в те времена, когда наш клан Бай был в расцвете сил, я получала пособие не более 3 высококачественных духовных камней в год, и это только потому, что меня очень ценил наш патриарх. Тогда что бы вы хотели получить в обмен на эти камни дьявольских деяний?» — спросил Хань Ли, убирая свои духовные камни. «Я хочу, чтобы вы выполнили мою просьбу», — ответила Бай Суюань с озорной улыбкой. «Просьбу». Хань Ли был сильно озадачен, услышав это, и ему показалось, что он заново знакомится с Бай Суюань. После гибели небесного дьявола она как будто стала совершенно другим человеком,
как будто ее причудливый и озорной характер, который раньше подавлялся ее стрессом и жаждой мести, только сейчас начал выходить на первый план. Верно. Что касается того, что именно это за просьба, я еще не решила, но будьте уверены, моя просьба определенно не будет опасной для выполнения или выходящей за рамки ваших возможностей. Это будет всего лишь небольшая просьба, сказала Бай Суюань с серьезным выражением лица. Хань Ли немного подумал над ситуацией, а затем кивнул в знак согласия. Хорошо, но я даю вам только 3 дня, чтобы подумать о своей просьбе. Если вы потратите больше времени, то сделка отменяется. Обещаю. Бай Суюань улыбнулась и бросила Хань Ли небольшой мешочек. Я уже выполнил миссию, которую вы у меня просили, так что, полагаю, пришло время вам дать мне обещанную награду, сказал Хань Ли, убирая мешочек. Учитывая то, что здесь только что произошло, другие люди, скорее всего, скоро прибудут на место происшествия для расследования, так что давайте сначала покинем это место. Будьте уверены, старший, если я не дам вам вашу награду за выполнение миссии, то даже если вы не будете преследовать меня, гильдия странников меня не пощадит, сказала Бай Суюань. Сразу же после этого, не дожидаясь ответа от Хань Ли, она повернулась и полосой белого света улетела вдаль. Хань Ли тоже поднялся в воздух и последовал за ней. Немного погодя, они спустились на пышную гору в нескольких тысячах километров от горы Великого Вознесения. Окружающая среда на горе была довольно мирной, а у подножия горы протекала причудливая река, представляя собой захватывающее зрелище. На горе находилась могила со старым надгробием, на котором был выгравирован текст. Текст уже стал довольно неразборчивым из-за возраста и естественного износа, но начальный иероглиф «Бай» все еще можно было различить. Бай Суюань спустилась на землю перед могилой, и при виде надгробия на ее глазах выступили слезы, когда она упала на колени. «Это дьявольское отродье наконец-то мертво, дедушка. Теперь твоя душа может упокоиться с миром», всхлипывала Бай Суюань, и ее тонкие и хрупкие плечи дрожали. Хань Ли терпеливо ждал, пока Бай Суюань отдаст дань уважения могиле своего дедушки, отвернувшись от могилы, чтобы дать ей немного уединения. Всхлипы Бай Суюань продолжали раздаваться за его спиной, и только спустя долгое время они постепенно утихли. «Простите, что вам пришлось это видеть, старший Ли». «Меня на мгновение захлестнули эмоции», сказала Бай Суюань, медленно направляясь к Хань Ли. «Ни за что извиняться, товарищ Даос Бай, вы просто проявляли нормальные человеческие эмоции. Тем не менее, как те, кто остался в мире живых, мы должны оставаться сильными, поэтому не слишком зацикливайтесь на своем горе», утешил Хань Ли. Край глаз Бай Суюань все еще был немного покрасневшим, а на щеках виднелись следы от слез. И ее выражение лица, и ее аура указывали на то, что ее эмоции были совершенно искренними. Видевший так много за свою жизнь, Хань Ли не был тронут ее эмоциональным проявлением, но и сердце у него было не каменное, поэтому он, естественно, предложил ей несколько слов утешения. «Спасибо, старший Ли», вздохнула Бай Суюань, перевернув руку, чтобы достать лазурный жетон размером с ладонь. На одной стороне жетона были выгравированы иероглифы, означающие «пылающий дракон», а на другой — изображение странного дракона с парой крыльев на спине и одним рогом на голове. Глаза Хань Ли слегка загорелись, когда его взгляд упал на жетон. Это жетон пылающего дракона. Учитывая, что вы не с континента Древнего Облака, вы, возможно, не знаете, насколько строги стандарты для тех, кто желает вступить в Даа пылающего дракона. Для начала они должны обладать исключительными способностями и иметь чистое и незапятнанное прошлое. Однако этот жетон позволяет человеку напрямую войти во внутреннюю секту Даа пылающего дракона независимо от его способностей. Предок нашего клана Бай был награжден этим жетоном только после того, как внес значительный вклад в Даа пылающего дракона, сказала Бай Суюань, нежно поглаживая жетон пальцами. Ясно. Тогда это действительно довольно ценный жетон, ответил Хань Ли, кивнув. После смерти моего дедушки я изначально планировала вступить в Даа пылающего дракона, используя этот жетон, но я не могла смириться с мыслью о том, что этот небесный дьявол останется на свободе в обозримом будущем, и поэтому вместо этого я использовала жетон, чтобы выпустить эту миссию, вздохнула Бай Суюань, протягивая жетон Хань Ли. В глазах Хань Ли промелькнул намек на сочувствие, но он все же принял жетон от нее. Внезапно Бай Суюань подняла голову и спросила: «Ваше обещание выполнить мою просьбу все еще в силе, верно? Вы уже придумали, что хотите попросить у меня?» Спросил Хань Ли. «У меня не очень сильные эмоциональные связи с остальными членами клана Бай. На самом деле, большинство из них негативно относятся ко мне из-за того, что произошло в прошлом, поэтому я больше не могу здесь оставаться. Несмотря на то, что у меня больше нет жетона пылающего дракона, я все равно хочу отправиться в Даа пылающего дракона и попытать счастья. Кто знает. Может быть, мне повезет и меня примут. Учитывая, что вы приняли эту миссию ради этого жетона пылающего дракона, я полагаю, вы тоже намерены вступить в Даа пылающего дракона. Поэтому я бы хотела, чтобы вы взяли меня с собой», сказала Бай Суюань.
Хань Ли слегка запнулся, услышав это, явно не ожидая такой просьбы. Континент Древнего Облака был чрезвычайно обширным, и до горного хребта Колокольного Звона, где располагалась Дао Пылающего Дракона, было еще очень далеко. Путешествие не было бы столь опасным, как пересечение континента Первобытной Волны, но оно определенно не было бы гладким. Учитывая ее уровень культивации на стадии божественной трансформации, попытка совершить это путешествие в одиночку была бы чрезвычайно рискованной, и даже малейшая оплошность по пути могла привести к ее гибели. Несмотря на свою хрупкую внешность, Бай Суюань была довольно хитрой девушкой, и у Хань Ли не было веских причин отказать ей в просьбе. Немного подумав, Хань Ли сказал: «Если вы приняли решение, то я, конечно, могу взять вас с собой. Однако, как только мы доберемся до Дао Пылающего Дракона, ваша просьба будет выполнена, так что не ждите от меня ничего больше. Правда. Большое вам спасибо. Я уже чрезвычайно благодарна вам за то, что вы готовы взять меня с собой, и я не посмею беспокоить вас чем-либо еще, старше ли», — сказала Бай Суюань, и на ее лице появилась восторженная улыбка. Услышав это, Хань Ли, не теряя времени на слова, взмахнул рукавом в воздухе, чтобы выпустить белый нефритовый корабль в форме летящей птицы, прежде чем взойти на него. Это было высококлассное духовное сокровище, которое он нашел в сокровищнице для хранения Фанпаня, и оно было всего в шаге от того, чтобы стать бессмертным сокровищем. Бай Суюань тоже поспешно взлетела на корабль, прежде чем сесть. Затем ее улыбка исчезла, она сделала серьезное выражение лица и поклялась: «Я обязательно запомню все, что вы для меня сделали». Старший Ли Хань Ли ничего не ответил, а лишь выпустил печать заклинания, и нефритовый корабль тут же засиял ярким белым светом, прежде чем быстро устремиться вдаль. Глава 185. Прибытие в Дао Пылающего Дракона. Горный хребет Колокольного Звона располагался на вершине массивной системы духовных жил, поэтому изначально ци мира в этом районе была чрезвычайно обильной. Следовательно, несмотря на то, что климат здесь был довольно холодным, горный хребет все еще изобиловал пышной зеленью, и в этом регионе можно было найти бесчисленное множество духовных зверей и духовных трав. Горный хребет был настолько обширным, что простирался практически наполовину всего континента Древнего Облака, и все горы в нем были чрезвычайно высокими и крутыми, уходящими прямо в небеса. Кроме того, горы круглый год были окутаны своеобразным лазурным туманом, что придавало им загадочность и мистичность. В любое время года по всему горному хребту периодически раздавался странный громкий звук, очень похожий на звон колокола, отсюда и название горного хребта. Судя по всему, эти звуки исходили от тектонической активности плит, происходящей в земле под горным хребтом. Горный хребет Колокольного Звона сам по себе был довольно известным местом, но его затмевала Дао Пылающего Дракона, которое было широко известно во всем Северном Ледниковом Царстве Бессмертных. Дао Пылающего Дракона был одной из старейших сект во всем Северном Ледниковом Царстве Бессмертных, и ее основателем был человек с титулом даосского мастера Пылающего Дракона. С момента своего основания Дао Пылающего Дракона всегда была сектой номер один на континенте Древнего Облака, и к этому моменту ее силы распространились по всему континенту. Секта была домом для бесчисленных талантливых учеников, и даже в контексте всего Северного Ледникового Царства Бессмертных она входила в небольшое число самых лучших сект. В центральной части горного хребта Колокольного Звона, ближе к краю горного хребта, возвышалась массивная гора. Гора уходила высоко в облака, а на полпути к ее вершине была построена обширная площадь из белого нефрита. На площади располагалась серия высоких зданий, также преимущественно белого цвета, которые излучали яркое сияние, позволяющее видеть их даже с расстояния в сотни километров. Это была одна из внешних гор Дао Пылающего Дракона, и она обычно использовалась для размещения гостей. Благодаря громкой репутации Дао Пылающего Дракона его посещало огромное количество гостей, поэтому по всему горному хребту Колокольного Звона было разбросано несколько десятков таких мест для размещения. В этот момент несколько учеников Дао Пылающего Дракона стояли в приветственном павильоне на площади и беседовали друг с другом. Все эти ученики были примерно на стадии божественной трансформации, и у каждого из них на рукаве была вышита морда дракона с парой крыльев и одним рогом на голове. «Сколько групп посетителей у нас было за последние несколько дней?» — с улыбкой спросил высокий и худой молодой человек. «Уже 25 групп. Что я могу сказать? Наша Дао Пылающего Дракона имеет такую громкую репутацию, что сюда стекаются люди со всего континента», — ответил слегка полный мужчина с гордой улыбкой на лице. «Встречать этих гостей — такая скучная работа. Я просто хочу, чтобы моя смена закончилась как можно скорее», — пожаловалась великолепная молодая женщина с фиолетовыми волосами с недовольным выражением лица. «Я понимаю ваше разочарование, младшая боевая сестра Инь. Вы уже достигли вершины стадии божественной трансформации, так что скоро будете пытаться совершить прорыв на стадию пространственного закаливания. Это действительно неподходящее время для того, чтобы выполнять обязанности по встрече гостей. Как продвигается ваша подготовка к прорыву?» — спросил худой молодой человек.
Я уже кое-что подготовила, но я бы сказала, что у меня есть только примерно 30% шансов на успех, ответила молодая женщина с фиолетовыми волосами, нахмурив брови. Не унывайте, младшая ученица-сестра. Встреча гостей не всегда бесполезна. Если вы встретите щедрого старшего и обеспечите ему достойный прием, возможно, он будет готов подарить вам несколько духовных камней. В частности, такая красивая девушка, как вы, имеет гораздо больше шансов получить такую награду, чем такие мужчины, как мы, сказал полный мужчина с улыбкой. Услышав это, глаза молодой женщины с фиолетовыми волосами слегка загорелись. Неужели именно в этот момент на далеком горизонте появилась точка белого света, которая быстро приближалась к горному хребту колокольного звона? Когда точка белого света приблизилась к горному хребту, стало ясно, что это белый нефритовый корабль. На корабле стоял мужчина средних лет с желтоватым цветом лица в сопровождении великолепной молодой женщины в длинном белом платье. Эти двое были никто иные, как Хань Ли и Бай Суюань, и они, наконец, прибыли сюда после нескольких лет путешествия. Так это и есть горный хребет колокольного звона, изначальная цимира здесь чрезвычайно обильна, заметил Хань Ли, одобрительно кивнув. В глазах Бай Суюань тоже появился намек на тоску, и она выглядела довольно взволнованной, но затем тут же сделала глубокий вдох, чтобы прийти в себя. Вместо того, чтобы сразу же спуститься на горный хребет, на лице Хань Ли появилось задумчивое выражение. Несмотря на то, что Бай Суюань сказала ему, что жетона пылающего дракона будет достаточно, чтобы он вступил в Даа пылающего дракона, ему все равно нужно было подумать, как лучше всего использовать этот жетон. В идеале ему бы хотелось, чтобы кто-нибудь из Даа пылающего дракона дал ему рекомендацию. Хань Ли ничего не знал о Даа пылающего дракона, но это было не очень трудно сделать. Все, что ему требовалось, это немного времени на планирование. В глазах Бай Суюань промелькнул умный блеск, и она сказала: «Старший Ли, если вы думаете о том, как познакомиться с кем-нибудь из Даа пылающего дракона, то я полагаю, что могу вам помочь». «Что вы предлагаете?» — спросил Хань Ли, повернувшись к Бай Суюань. Он не был так уж удивлен, что она смогла угадать его намерение. За последние несколько лет совместных путешествий он довольно хорошо узнал Бай Суюань. Ее уровень культивации не заслуживал внимания, но она была чрезвычайно умной и наблюдательной, часто угадывая его мысли и намерения по очень ограниченным крупицам информации. В результате в течение последних 2-3 лет их путешествия он едва ли сказал ей хоть слово. Так уж получилось, что у предка нашего клана Бай был хороший друг по имени Цилян в Даа пылающего дракона. Он старейшина внутренней секты, и наш предок однажды сказал, что если кто-нибудь из нашего клана захочет вступить в Даа пылающего дракона в будущем, то мы можем обратиться к Циляну, чтобы он присмотрел за нами. Прошло несколько тысяч лет с тех пор, как наш предок исчез, поэтому я не уверена, захочет ли он нам помочь, но мы должны, по крайней мере, попытаться получить у него аудиенцию, объяснила Бай Суюань. В таком случае мне придется побеспокоить вас, товарищ Даос Бай, ответил Хань Ли, кивнув. Это совсем не трудно, старший Ли. Вы присматривали за мной на протяжении всего нашего пути к Даа пылающего дракона, это меньшее, что я могу для вас сделать. Однако голос Бай Суюань прервался, и на ее лице появилось нерешительное выражение. «Что такое?» — спросил Хань Ли. «Простите, что вмешиваюсь в ваше личное дело, но я полагаю, что ваша нынешняя внешность — это не ваша истинная внешность, верно, старший Ли?» Нерешительным голосом спросила Бай Суюань. Выражение лица Хань Ли осталось неизменным, и он спросил: «Что вы имеете в виду, товарищ Даос Бай? За последние несколько лет я немного поняла ваш характер. Вы чрезвычайно осторожны во всем остальном, но совершенно не пытаетесь скрыть свою внешность, и это говорит мне о том, что это, скорее всего, вовсе не ваша истинная внешность. Кроме того, как член гильдии странников, я знаю, что эти маски могут обеспечить чрезвычайно эффективную маскировку», объяснила Бай Суюань с легкой улыбкой. «Как и ожидалось, этих моих маленьких хитростей недостаточно, чтобы обмануть вас. Ваш интеллект поистине непревзойден, товарищ Даос Бай», похвалил Хань Ли, ответив ей улыбкой. «Вы слишком добры, старший Ли. Если бы я не была рядом с вами так долго, я бы не смогла сделать такое обоснованное предположение. Если вы хотите вступить в Даа пылающего дракона, то вам придется отказаться от своей маскировки. Маски гильдии странников могут обмануть подавляющее большинство культиваторов, но говорят, что в Даа пылающего дракона есть 13 лордов Даа стадии Золотого Бессмертного, и первый лорд Даа, как говорят, уже достиг вершины стадии Золотого Бессмертного и находится на самом пороге стадии Нефритового Бессмертного высшего зенита. Я сомневаюсь, что маскировка, созданная масками гильдии странников, сможет обмануть их, и если вас разоблачат, то вас не только не примут в секту, но и есть шанс, что вас даже сочтут шпионом из вражеской секты, сказала Бай Суюань с серьезным выражением лица. Хань Ли помолчал немного, а затем кивнул в ответ, сделав печать рукой и вернувшись к своей первоначальной внешности посреди слабой вспышки света. Взгляд Бай Суюань на мгновение задержался на совершенно непримечательной внешности Хань Ли, после чего она слегка поджала губы и отвела взгляд.
Белый нефритовый корабль по приказу Хань Ли продолжил свой полет, быстро достигнув горы впереди, прежде чем спуститься на площадь. После того, как Бай Суюань спустилась с корабля, Хань Ли убрал его, и они вдвоем встали бок о бок на площади. Ученики, ответственные за встречу гостей, уже заметили их издалека, и они подошли к Хань Ли и Бай Суюань, и один из них сказал: «Добро пожаловать в Дао Пылающего Дракона». «Могу я спросить, по какому делу вы здесь?» Ученики сразу же поняли, что Хань Ли обладает уровнем культивации, намного превосходящим их собственный, но, тем не менее, все они улыбались и, похоже, не чувствовали ни малейшего страха или неполноценности. «Мы пришли сюда с намерением навестить старейшину Циляна. Он сейчас в секте», — спросил Хань Ли, слегка обнажая свою ауру стадии истинного бессмертного, и культиваторы Дао Пылающего Дракона перед ним коллективно вздрогнули перед лицом его ауры, но, к счастью, аура была раскрыта лишь на мгновение, прежде чем он снова убрал ее. «Пожалуйста, сообщите старейшине Ци о нашем прибытии». Хань Ли щелкнул пальцами в воздухе, говоря это, выпустив несколько драгоценных пилюль стадии божественной трансформации. Все эти пилюли были получены из сокровищниц для хранения культиваторов, которых он убил в прошлом, и они были бесполезны для него, поэтому он, естественно, был рад преподнести их в качестве подарков этим культиваторам Дао Пылающего Дракона. Группа культиваторов перед ним окинула пилюли своим духовным чувством, и они больше не могли сохранять самообладание, так как на их лицах появилось восторженное выражение. Эти бесполезные для Хань Ли пилюли были ничем иным, как бесценными сокровищами для этих учеников. Даже пилюлю, пригодную для употребления культиваторами зарождающейся души, можно было продать на рынке в обмен на духовные камни, достаточные для покрытия их потребностей в культивации на долгое время, не говоря уже об этих пилюлях, которые были пригодны для употребления культиваторами стадии божественной трансформации. Среди учеников худой молодой человек был более сдержанным, и он сложил кулак в почтительном приветствии, сказав: «Вы слишком добры, старший». Старейшина Ци Лян служит во Дворце Небесной Звезды, поэтому он всегда присутствует в секте. «Могу я узнать ваше имя, старший? И еще, есть ли у вас какие-нибудь жетоны, которые мы можем передать старейшине Ци? Я Ли Фэюй, а это Бай Суюань». Что касается жетонов, Хань Ли повернулся к Бай Суюань, говоря это: «Пожалуйста, передайте это старейшине Ци, и он узнает, кто мы такие». Бай Суюань достала красный нефритовый кулон в форме полукольца и протянула его худому молодому человеку, говоря это: «Ясно. Я немедленно сообщу старейшине Ци о вашем прибытии, старший Ли. Однако я должен заранее предупредить, что не могу гарантировать, согласится ли старейшина Ци принять вас или нет», сказал худой молодой человек, принимая нефритовый кулон. «Конечно», — ответил Хань Ли, кивнув. Таким образом, худой молодой человек откланялся, прежде чем быстро направиться к определенному дворцу в секте. «Старший Ли, товарищ Даос Бай, пожалуйста, пройдите и отдохните в боковом зале», почтительным голосом сказал слегка полный мужчина, а затем проводил Хань Ли и Бай Суюань к павильону, построенному на полпути к горе. Павильон располагался в бамбуковой роще, и солнечный свет проникал сквозь просветы между листьями бамбука, отбрасывая на здание красивые тени. Внутри павильон был прохладным и опрятным, и вся мебель внутри явно была подобрана с особой тщательностью, представляя собой приятное зрелище. «Пожалуйста, подождите здесь немного». «Старейшина Ци — старейшина внутренней секты, поэтому может потребоваться некоторое время, чтобы добраться до него», сказал полный мужчина с оттенком извинения на лице, а затем предложил 2 чашки духовного чая. Хань Ли кивнул в ответ и оставил духовный чай на столе рядом с собой, в то время как Бай Суюань начала пить свой чай, с большим интересом смакуя его. Полный мужчина остался в зале вместе с Хань Ли и Бай Суюань, и вскоре прошло почти полдня. Несмотря на долгое ожидание, Хань Ли сохранял терпение, используя время, чтобы обдумать ситуацию, в которой он оказался. Путешествуя к Дао Пылающего Дракона, он периодически проверял наличие Дао Сосе и его зеленые бамбуковые мечи облачного роя. К его радости, чем ближе он подходил к горному хребту колокольного звона, тем яснее он чувствовал эти потерянные сокровища, что указывало на то, что они, скорее всего, находятся в горном хребте колокольного звона. Если он хотел вернуть их, то ему нужно было сначала вступить в Дао Пылающего Дракона.